Старик думал, что спас обычного щенка, маленького, беспомощного, почти мертвого от холода. Он забрал его домой, вылечил, откормил и привязался к нему. Но щенок рос слишком быстро, не лаял, не играл и по ночам выл так, что стыла кровь. А потом вся деревня поняла, в его доме живет не щенок. Петрович стоял у окна своего старого деревянного дома и смотрел, как медленно падает снег. Снег ложился на землю мягким ковром, скрывая все лишнее, словно пытался стереть прошлое. Но прошлое не стиралось. Прошло уже больше полугода с того дня, когда он остался один. Дом был тихий, слишком тихий. Когда-то здесь смеялись, хлопали дверями, спорили о пустяках. Теперь только скрип половиц да треск печи. Петрович жил как по привычке, вставал, топил печь, ел без вкуса, ложился спать без сна. Жизнь стала чем-то вроде обязанности, а не желания. В тот день он возвращался из леса, просто ходил, без цели. Иногда ему казалось, что если он будет долго идти, то сможет уйти от мыслей. Но они всегда догоняли. И вдруг звук. Тонкий, почти неслышный писк. Петрович остановился, прислушался. Сначала подумал, показалось, но звук повторился, жалобный, отчаянный. Он шагнул к ели, под которой снег был чуть примят. Присел, отгреб рукой холодный наст и замер. Там лежал маленький комочек шерсти, щенок, совсем крошечный, почти не двигался. Петрович осторожно взял его на ладонь, тот был холодный, как лед. «Ну и кто тебя сюда выбросил?» — тихо сказал он. И сам не понял, почему не прошел мимо. Он сунул щенка за пазуху и быстро пошел домой. Первые дни Петрович почти не спал. Кормил из пипетки, грел у печи, укутывал старым шарфом. Разговаривал с ним, просто чтобы не было тишины. «Держись, малыш», — шептал он, — «мы с тобой еще поживем». Щенок выжил. Петрович назвал его Дымок за серую шерсть, будто припорошенную пеплом. С этого дня в доме снова появилась жизнь. Дымок рос быстро, слишком быстро. Он не лаял, никогда. Смотрел прямо в глаза, не как щенок, а как будто понимал все. Ходил тихо, почти бесшумно. Не грыз мебель, не баловался. И еще иногда по ночам выл, длинно, протяжно, тоскливо. Петрович лежал в темноте и слушал этот вой, и в груди что-то сжималось. Он начал догадываться, но не хотел верить. Однажды к нему зашел лесник. Долго смотрел на Дымка, потом тяжело вздохнул. «Петрович, это не собака». Слова повисли в воздухе. «Волк», — добавил он. Петрович молчал. Он уже знал. «Ты его спас», — сказал лесник. «Он тебя принял. Но он вырастет и однажды уйдет. Или станет опасным». «Он не опасный», — тихо ответил Петрович. «Сейчас нет». Они долго сидели молча. «Иногда, — сказал лесник напоследок, — любовь — это отпустить». С каждым днем становилось тяжелее. Петрович смотрел на Дымка и понимал, держать его значит сломать, отпустить значит потерять. Но однажды ночью он проснулся от воя. Дымок стоял у двери, смотрел, не просился, звал. Петрович медленно встал, открыл дверь. Холодный воздух ворвался в дом. За пределами двора темнел лес, и там, вдалеке, ответили тихий, глухой вой. Петрович закрыл глаза. «Иди», — прошептал он, — «иди, раз зовут». Дымок не сразу двинулся. Сначала подошел ближе, уткнулся мордой в руку, теплый, живой. Петрович провел ладонью по его голове. «Спасибо тебе», — тихо сказал он. «Ты меня спас». Дымок отступил, еще раз посмотрел и ушел. Сначала медленно, потом быстрее и вскоре растворился в темноте. Петрович долго стоял на пороге, потом закрыл дверь. Дом снова стал тихим, но теперь эта тишина была другой. Он подошел к окну, посмотрел на лес. Где-то там, среди деревьев, жила жизнь, свободная, настоящая. И в его сердце впервые за долгое время не было пустоты. Была боль, но вместе с ней тепло. И странное тихое чувство, что все сделано правильно. Петрович сел у печи, протянул руки к огню и впервые за много месяцев улыбнулся.
Жизнь продолжалась.